Октайчик спит у нас. Айденчик у нас сегодня суббота. Мальчиши договариваются. Айденчик по субботам заказывает на свои деньги еду. Я себе мидии сделала. Ой, не мидии, креветки. Креветки. Что-то, девочки, они так невкусно пахнут. Не поняла. Ну, вкусные, не испорченные, ничего. Я вообще не понимаю, почему такой запах. Неприятный запах. Договариваются мальчишки, что кушать, Айден. Говорит, что тебе заказать? А Октай говорит, не, ну, Октай всегда говорит, фаркетмас, без разницы. Без разницы, говорит, мне, что закажешь, что. Я говорю, что себе заказывать, что и Октаю заказывать. У нас вот такое уже давненько, девочки, заведено, что Айденчик по субботам заказывает, ну, можно сказать, год. Вот как муж работает, муж на заработках, а Айденчик по субботам вот так заказывает. Мне нет, девочки, я не ем. Если мне нужно, я немножко оттуда ущипну, попробую. Мне главное попробовать. Я пробщик. Я люблю попробовать. Я не буду эту еду кушать. Айден всегда говорит, мам, тебе что? Я говорю, мне ничего не надо, мальчики. Девочки, хотела сказать. Мальчики, я, если что, вот так ущипну, как гусь. Девочки, такая ветрюганище на улице, столько пыли. Утром подтираешь, вечером опять с пыли. А уж про подоконники я уж молчу. И окна тоже. Дожди же моросили, и все дожди вот так вот. И вот я подтирала окна, а они все грязные. И пылюка такая. Сильно ветрено. Обдувает со всех окон, сквозняк. Какие окна грязные. А я же их терла вот. Я их потерла, и дождь пошел. Потом опять потерла, и опять дождь пошел. И уже перестала тереть, и дождя нет. У меня как заведено. Я как начну окна тереть, обязательно дождь идет. Айденчик смеется. У Айденчику старые были эти... Как и называется? Ну, по-турецки спора якобы. Спортивная обувь. А как они там? Сникерсы. Сникерсы. Как там называются они? Айденчик, как эта обувь ты заказал? Как она называется? Сникерсы? Конверс. У него были, но они дырявые, вонючие. И куплены давным-давно, 100 лет назад. Котекс фирма была. Я говорю, выбросим, потому что они лежат и вообще не нужны. Он говорит, выброси. А это он ходит, ему надо тягу делать. И ему сказали это. Ой, что же я мечусь? Как это? Что я мечусь? И спортзал ему сказали, нужна дюстабан. Сплошная подошва должна. Сплошная, невысокая, естественно, подошва. И говорит, в общем, пошел, купил сейчас в интернете. А Октаю надо книжки покупать, девочки. Тестные книги. Тестные книги, девочки, надо покупать. Представляете? 500 лир отдали. Я вот покажу вам. 500 лир отдали. 500 долларов. 500 долларов, почти 450 там больше долларов отдали за книги, которые половина они не используют. И еще тесты дополнительно надо покупать. Вот сейчас мальчишки собираются. Не знаю, возьмут меня, не возьмут. Поедут. Айден его довезет. Сейчас кушать принесут. Они покушают и пойдем. Сейчас спрошу. Октайчик, сейчас кушать же принесут. Давай, вставай. Айденчик, а ты меня возьмете? Нет. А чё? Не возьмут сегодня мамку. Мамку с собой не возьмут, мальчиши. Ой, почему такой запах? Я вообще не поняла. Неприятный, как, блин, в этом. Как в хозяйственных постройках, блин, девочки. Вообще неприятный. А почему?
Почему такое? Я не поняла. Всегда одинаково, всегда все. Вкус обычный, рыбный вкус. Лимончик, лаврушечка, перчик. Ничего особенного. Обычный. Девочки, вот. Вкус как всегда. Но запах такой неприятный. Вообще не поняла. Соль никогда я не добавляю, только лимоном сбрызгиваю. Вообще запах такой непонятный. Айдынчик заказал. Девочки, я смотрю кино «Приваловские миллионы». Какой-то дореволюционный времени фильм. Что-то заказал Айдынчик. Тут все написано, а я без очков ничего не вижу. Что Ya afiyet olsun, yorumlarınız bizim için önemli, yorumlarınız. В общем, спасибо, говорит, приятного аппетита вам. А, опять то же самое ты заказал? Kurabiye getirmiş. Подарок. Еще горяченькая. А, горяченькая, наверное, от Гамбургер. картошки. Hamburger. Ой, а мамке интересно, что заказали? Soğan halkası тоже заказал. Ой, смотри, здесь несколько печенюшек-то. Да, да. А в прошлый раз не было вот этих печенюшек, да? Вот. А в этот раз дали. Опять что? Заказ сделал, значит. А это что? Мокрые меню. салфетки. А вот эти, девочки. Это кетчуп и майонез, да? Угу. Вот салат, когда огурец, помидор я делаю, я тогда вот это буду использовать. А вот раньше-то вот это было, а сейчас вот это. Sayacağım oğlum. Soğan söyledim. Ой, мне кажется, они сухие, вот Да. эти салфетки. О, суан халкасы. Пережаренные. Мокрых салфеток мало, девочки. А вот это салфетки для вытирать рот. Vermeyelim zahmet. Рот вытирать. А что-то мало. Мокрых салфеток и это. А это Hamburger. гамбургер. И все? А это что? Тоже hamburger. Так. А, это октайчик. Это значит, тот октайчик. Октайчику. О. Тоже гамбургер, картошка. Так же, как у Айденчика. Вкусно? Приятного аппетита. И картошка. А картошки не так много что-то, мне Я кажется. им заказал. Картошку то, что дали. Там, это soğan halkası. Картошка. А, я это сейчас тоже заказал. соğan? Да, да. Это твое, да? Ты кушаешь это? Картошку же ты, наверное, всю не съешь? Ну да. Мамка поможет? Папа. Мамку не берут девочки с собой. Все, мальчиши большие, мамка не нужна. Не нужна мамка. А? Пустое, говорит, не говори. А ты помидорчики, огурчики не кушаешь с ним? Нет. А что, вкусные? Помидорчики вот эти, девочки. Вкусные, я прям так ем. Вот с этими штучками прям ем. Ладно, мамка все попробовала, сейчас печеньку попробует и все. Сейчас, девочки. Это курабия, да? Похоже. Может быть. Похоже. Kurabiye işte düz. Угу. Девочки, корица есть здесь. Бутербродным маслом пахнет. Прям вкус и запах бутербродного масла. А мидии, айденчик испорченные вот эти. Не мидии, а креветки. А. Там несколько тухлых. Тухлые, поэтому такой запах. А что делать, не знаю, выбросить жалко. Я ем. Я половину съела и только... реально тухлые. Половина съела и только сейчас поняла, что там тухлость. Тухлые. Не, не, что выбросил? Мусор. Половина, девочки, я срывала и только потом поняла. Тухлость. Вот это, например. Вот это вот тухло.
Вот это вот такие вот попадут тухлые. Ну, не знаю, я съела, короче, половину. Запах дурацкий, а так вкус нормальный. Вот тухлая, но она вкус нормальный. Может, она не тухлая, не знаю. Не знаю, девочки, в общем, кто захочет. Но мальчишки не будут, я сама все съем. У меня желудок не, девочки, ничего не будет с моим желудком. Никогда ничего не бывает. Вот дожди были несколько дней, поэтому окна такие грязные. Подтирать, когда буду, не знаю. Жара опять, девочки. Жара. Видите, окна грязные. Жара. Может, и этот будет, розочка, но навряд ли. Навряд ли. Эти, каланхоя, может быть, будет. Может быть, цветочки. В такое время уже каланхоя бывают цветочки, девочки. Может быть, будет. Не знаю. Будет, может быть. Вон там, девочки, фасоль продают, смотрите. Ну, у нас кушать некому. Грецкие орехи, вон, инжир, изюм, виноград несколько видов. Ой, мандарины вон тоже, бананы, груши, яблоки. Чего только, девочки. Ладно. 220 лир, говорит мальчиш. Это мясо или котлета? Мясо. 3 куска мяса? Котлета, ну... Это котлета, ну, один фарш. Ну, конечно. Сыр, огурец, салатные листья. Приятного аппетита. Девочки, мальчики мамку не взяли. Почему? Потому что они ходить будут много. Они поставят на парковку. О, смотрите, какая туча огромная. Поставят на парковку, вон, мальчики, пошел. Айден мусор вынес, пошел. И оптайчик пошел. Потому что это... На парковку поставят и ходить будут много. Тебе, говорит, мам, не надо. Я говорю, ладно. Ну, они же только книжки купят. Тестные книги. Тестные книги купят мальчиши. А я тут, девочки, в свои игрушечки играю. Видите, у меня тут игрушечки какие. Девочки. Девячьи игрушечки, в общем. Иди, говорит, в свои игрушечки играй. Вот я играю. Девочки, муж сообщение написал. Говорит, 700 лир. Он мне, в общем, сообщение написал. Отправь, говорит, очки. Помните, у меня желтые были, голубые очки были. Вот такой же формы. Поломались, девочки, и голубые очки поломались. Моментально буквально. Моментом. И эти желтые очки тоже поломались. Желтые я оставила, потому что их можно подклеить. А голубые выбросила, потому что их дужка поломалась. А это поломалось вот здесь. Вот здесь трещина и стекло выпало. Можно приклеить. Муж говорит, отправь мне фотографию. Я, говорит, буду отзыв писать. И фотографию же надо вставить. Я ему отправила, а потом я же ему отправила. Он видит, что я на кровати фотографию сделала. Ну, простынь. А он говорит, 700 лир, это что такое? Типа, кто-то что-то сейчас купил. А мальчишки же пошли за книжками, за тестами. Я говорю, мальчишки тесты купили для школы. Я ему вчера говорила, что Айден Октай пойдет. Наверное, меня не возьмут с собой. Потому что там парковку же надо найти. Парковку где-то найдешь, потом надо бежать в магазин. А они же быстрым шагом, метровыми шажками они побегут. А я же так быстро не могу. Я пока дотелепаюсь до этого магазинчика. И далеко еще, может быть, идти надо будет. И быстро надо будет идти. А сегодня жарко, девочки. Пришлось включить кондиционер. Жара. Солнечная сторона. Пришлось включить кондиционер. И муж говорит, а ладно тогда. А у Айдена сейчас спрашиваю, 700 лир, что ли, тесты стоят? А Айден сейчас сообщение отправляет мне голосовое, что, говорит, 1100 было. Это еще, говорит, скидку сделали 700. А сейчас, говорит, вообще такие цены, говорит, обалдеть. Обалдеть. Когда, говорит, он покупал, было где-то 300. 300. Вот так мы покупали. А сейчас 700, и это со скидкой.
Я вообще обалдею, девочки, как все дорого. Ужас. Смотрю, девочки, телевизор и много видео на ютубе также смотрю. Отделка квартиры. Что, типа, в тренде. Ну, знаете, мы с мужем такие. Мы же уже чай не молодые, понимаете? Поэтому хочется, конечно. В общем, мы сделаем все на свой вкус, учитывая турецкую тенденцию в отделке, что турецкий базар предлагает. Ну, базар в смысле, не в прямом смысле, а что популярно. В общем, мы сделаем на свой вкус. Как сделаем, покажу, ребят. Какие. Стены темные, это точно не будут у нас. Ни кафель, ни паркет, ни стены, покраска, ни мебель темного цвета у нас мы будем избегать. Почему? Потому что у нашей квартиры подвальное помещение, как я вам уже говорила. Бодрум-кат в топу написано. Хотя это я не согласна, что это бодрум-кат. Я думаю, что все-таки это бахче-кат. Ну ладно. И темная квартира и так, и еще будет все темное. Короче, подземелье будет. Подземное царство. Подземный сарай, короче. По поводу тестов, девочки, объясняю. Тесты были всегда. Когда мы жили в Ташкенте, в турецкой школе от турецкого посольства, Айдынчик ходил, естественно, мы эти тесты купить не могли. Но учителя нам рассказывали, что дети, которые, если бы, говорит, вы учились в Турции, жили и учились, то дети покупают тесты. Тесты покупали всегда, еще во времена, когда Айдынчик был маленький, в 1 класс. Тесты всегда покупали, по возможности. Иногда присылали нам посылки из Турции. Иногда, когда мы приезжали сюда, покупали. Покупали книжки на турецком языке, покупали тесты. Книги, вообще любая литература, художественная, там, какая еще бывает литература. Книги в Турции дорогие. И были, и сейчас они. Очень все дорого, девочки. Все, уж продукты дорожают, и, естественно, бумага тоже дорожает. Дорожает все, девочки. Ничего, никакой стабильности нету. Дорожает все. В общем, тесты были всегда. Октаю тоже мы тесты покупали. Иногда вот такие тесты дают, ну как это не тесты, это книжки на лето, да? Татиль Китап называется. Книжки на лето задания дают, тесты именно со школы. Неважно, какая это школа у вас будет, государственная либо частная. Книжки на лето, учебники какие-то тоненькие, толстенькие, смотря в каком классе ваш ребенок учится. Дается задание на дом всегда. Тесты. Это все тесты, девочки. Отвечаешь на вопросы, там галочки или кружочки там это ставишь, выбираешь правильный ответ, понимаете? Ничего писать там практически не надо, просто на тесты отвечаешь. Почему? Это именно готовят детей к поступлению в институт, потому что в институт как поступают? Там ничего не пишешь, там дают тебе тесты, ты на них отвечаешь. Там сколько тестов их, несколько бумажек. И вот за это время, какое-то же время дается, например, ты идешь математику сдаешь, тебе выдается несколько листочков, и ты сидишь, чем больше ты ответишь, тем больше правильных ответов. И все это потом суммируется и выносится в баллы. Вот, это все тесты. И поэтому детей приучают логически вот думать, чтобы тестами они отвечали. Понимаете? Что еще хочу сказать? Книги. Те книги, которые дают, про государственную школу не могу так сказать. Потому что когда вот Айдын Октай учился, давали им книги. В принципе, все книги исписаны были. Ну, исписаны как? По желанию. Если ребенок ваш занимается, то он, естественно, и эти книги все испишет. Тоже там тесты делаешь. Только по математике учителя в школе, в лицее нет, по-моему, сейчас не так, хочет видеть решение. Если вы ответ подчеркнули, вы должны еще написать решение, как вы это решали. Какое-то задание по математике. Не просто вы ответ подчеркнули, а именно ваше решение нужно знать. Задачи, примера,
учитель должен знать. Понимаете, бывает ответ правильный, а решение было неправильное. Учитель это тоже. Ну, это в основном в школе, в лицеях, я думаю, нет. Потом книги. Куда девать потом вот эти тесты? Девочки, выбрасывать на мусор. Скорее всего, все это отнесется на мусор. Почему? Потому что каждый год выпускают новые тесты, новые книги, новые учебники. Каждый год все новое. Поэтому эти тесты будут считаться как устаревшие. Хоть даже если то же самое будет встречаться, что-то там изменят, но в основном все то же самое. Они никому не нужны будут. Во-первых, они будут уже исписаны. Даже там, пусть, ну, в общем, исписаны же будут. Куда они? Вы можете дать кому-то, своим друзьям или знакомым, детки, чтобы там подготовились, или родители, чтобы почитали, посмотрели. А так эти тесты уже будут и устаревшие, и исписанные, и их на мусорку относишь. А те, кто ходят с мусорки, забирают макулатуру, пластик, вот это, они вот это заберут у вас, вот эти тесты. На мусорку относят. Потом были такие тесты, что давали книги, допустим, Айдын покупал, да? Книги сам читал, потом прочитал, не хочет уже, все, не хочет. Он относил друзьям. Друзья брали эти книги, читали. Ну, вот так из рук в руки. Книги это можно передавать. А вот тесты на мусорку. На мусорку надо будет отнести тесты все эти. И у Айдына столько много девочек тесты, и столько денег все это потратилось. И у Октая тоже вот. Эти тесты, у него же подготовка в институт. Ну, там, что останется в голове, что испарится, в общем. Чем больше ваш ребенок будет заниматься вот этими тестами, все равно что-то в голове останется. Не у всех же деньги есть на учителей, на репетиторов, понимаете? Вот. Репетитор будет дороже стоить. Если есть деньги и репетитор, и тесты, и, я не знаю, сейчас вот это Дарсанета работает, нет, сейчас Айдын придет, спрошу. Можно, конечно, в Дарсане. Чем больше ребенок будет погружен вот в этот процесс учебный, ну, знаете, иногда бывает вот так заскок. Вроде учил, как у меня, знаете, в школе бывало такое. Выучишь стихотворение, выйдешь к доске, перемкнет, не знаю, все, замкнет там, все, не знаю. Вот как будто чистый лист, все, не знаю, что рассказывать. Перенервничаю. И в этом медицинском училище, когда училась, тоже на концертах по литературе у нас был кружок. Ходили на концерты, выступали, ходили даже по городу в другие училища, ну не колледжи раньше, техникум ходили на праздники, там 9 мая, 8 марта, да, приходили, приглашали вот эту праздничную программу. Стою, вроде про себя, стихотворение, да, какое-то, выйду, публику увижу, коленки вот так, руки, все трясется, чувствую, что я красная, переживаю за свой внешний вид, что я красная, краснею, стеснялась, девочки, стеснялась я очень, что у меня красное лицо. И все. И потом стоишь, начинаешь вот так вот рассказывать, замкнет там что-то, все, не помню. Один раз было такое, замкнула, и все, и не помню. На 9 мая какое-то такое патриотическое стихотворение какое-то я рассказывала. Учительница по литературе так сильно обиделась на меня, девочки. Любовь, отчество не помню. Обиделась так. И говорит, все. И начала меня это гнобить. Гнобить, девочки, а я сдачу не могла дать. У меня язык не так, до такой степени был подвешен. Сейчас бы я, конечно, дала сдачу. Словесно, в смысле. И все. И она меня до такой степени гнобила. И был даже такой случай, что я заплакала и выскочила из аудитории. Выскочила, плакала на перемене. Ну, сидела там. И в общем, А женщина-то была уже пенсионерка, но преподавала так, как учителя не было, по литературе и по русскому языку. И как-то, ну, в общем, она на эмоциях меня гнобила, а потом, наверное, успокоилась, как бы отлегло у нее вроде как бы, и нормально ко мне стала относиться. А я так переживала, но она больше меня на праздники не приглашала. И уже таких хороших оценок она мне уже не ставила.
В общем, вот такие тесты, значит, нужны, девочки. Но это все вот от вашего кармана будет зависеть. Тесты были всегда. Всегда, девочки, тесты были. И учителя сами говорят, что вам надо тесты покупать. Можете даже у учителей. На каждый урок продаются тесты. И вы можете спросить, какие именно. Потому что много разных тестов, много разных фирм. Можно по интернету купить. В общем, тесты нужны, девочки. Сейчас мальчиши придут, покажу, что купили. Много. Это, говорит, еще не так много. И говорит... 2 коробки, когда готовился. У меня было 3 целых коробок. Помнишь? 3 вот таких коробки. Я даже не помню. И такие. Ну, можно сказать, да. 3 таких коробки у меня были. У меня вот до сюда вот так. Вот такие, говорит, 3 коробки Да. были. Вот до сюда, говорит, были. Это еще первые. Это, говорит, первая партия, это только начало. Геометрия, вот, соруки-то бы. Девочки, вот за все, вот за это. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 книжек. 13 книжек, да? 13, он учит? Не знаю. 13 книжек. Много. Это на Кадыкёе, да? Ага. Как это называется? Акмар. Магазин. А? Акмар. Акмар? Да. Вот, девочки, это не реклама, это все куплено за свой счет. А вот эти книжки, которые дали Школьные. школьные, $500, девочки. Ну, вот здесь тоже Сорубан косы есть, но этого недостаточно. Это школьные, не знаю, что это может в школе в зиме. Вот, а это вот купили сейчас за 700 лир. Вот это $500 обучение в Доа колледже. Так что, девочки, вперед из песней, как говорится. Колай Гельсен и Дерслер. Да, положили? Не знаю. Айдынчик, карточку на место положили? Я тебя не снимаю. А ты скажи, в институте тоже вот такие вот, нет? Девочки, в институте будет отдых. В институте не понадобится вашим ребятишкам вот эти тесты. А что дают эти тесты? Просто подготовка, девочки. Как я вам сказала, готовитесь вы, там вопросы. Сейчас. Вопросы, девочки. Вот, например, геометрия, да? Пожалуйста, вот. Примеры здесь, örnek. Вот, примеры, как это делается. Ну, это же основа дается. Вот, видите, основа. Вот вы решаете, отвечаете. И здесь есть наверняка ответы, да? Ответы. Октай, а здесь ответы есть? Да, да, конечно. А здесь же нету вот ответов. Или есть? Altında. Не нашла? Вот это что ли ответы? Нет. Текрар-тест. А где? Şey mesela. Нет уже это ответов-то здесь. Yani altındadır altında. Testin altında. Вот это? Hayır ya sağ altta. Внизу мы это. А, внизу. Testi. Где? Если ответов нет. Внизу написано. А, внизу написано, девочки. Я же не бельмес. Вот внизу, оказывается, говорит, ответы. Ну, девочки, не подглядывайте. Решайте сами. Ой, я это не умею, девочки. Я вообще это не знаю. Вот математика. Математика, девочки, геометрия. Пожалуйста. Вот это место для вашего решения остается. Вот. Как хотите, чтобы все написали. Девочки, вот, пожалуйста. Решаем. Решаем, запоминаем, готовимся. Ой, девочки, хорошей учебы всем. Всем ребятишкам и терпения родителям. Ой, девочки. Вот век кибернетики, блин. 21 век. Девочки, шифры, пароли, тесты. Тесты. Сейчас. Короче, зайти мне надо было там через телефон куда-то. Я каждый день туда захожу. А мне что-то типа это. Вы давно не пользовались этим приложением. Как я не пользовалась? Я каждый день захожу в это приложение.
Каждый день там бонусы дают, подарки дают. На халяву уксус сладкий, девочки. Телефон типа мне такое выдают. И говорит, надо пароль и шифр. И номер телефона. Девочки, я в этом деле вообще паникер по поводу шифры, пароли. У меня же все записано. У меня все записано, девочки. Октай говорит, да, я тебе сделаю. Я говорю, ты мне сейчас сделаешь, я потом... Если, говорит, ты забыла пароль, шифр, тебе, говорит, новый придет на телефон. Я говорю, мне зачем? У меня все записано. Пошла, начала это. Лазить у себя. Нету, говорю, у меня никакого шифра, пароля. Ничего я не делала. Я так заходила и все. Короче, к Айдыну подошла. Октай пока там делами занимался, к Айдыну подошла. Айдын говорит, я не знаю. Скажи Октаю. А Октай в этом вообще спец. Он ших-мых 5 секунд. А я же ничего не понимаю. Я говорю, во-первых, без очков не вижу. Во-вторых, я же в этих делах не шарю. Ты сейчас куда-нибудь нажмешь, потом будешь у меня спрашивать вот эти шифры, пароли, а я не запишу, и все, и капец. Новый, говорит, придет. Я говорю, не-не-не. Короче, девочки, я в этом... я же говорю, я в этом... Не знаю. Октай как-то быстро, раз, моментом. Ну, Айдын что не знает, это посмотрит в интернете. А я, блин, Я как баран на новые ворота. Я вообще 0. 0 ампер у меня, блин, в этом деле. Девочки, шифры, пароли. Он говорит, это не надо записывать. Я говорю, точно? Он говорит, точно. Ну ладно, говорю, раз не надо записывать, не буду записывать. А то ж потом... Труба дело будет. Ой, надо про курицу уже спросить. По-моему, он не будет сегодня курицу. Купил же эти, надел. Айдын, а тебе надо курицу вытаскивать? Нет. Сегодня не будешь? Не будешь, да? Нет. Нет, говорит, не буду. Октай, куриный бульон есть будешь? Ты голодный? Ой, девочки, у меня одна забота. Накормить, напоить, постирать, чтоб чистота, порядок был. Все, ну, относительно. А вот эти шифры, пароли, это для меня вообще темный лес, девочки. Темный лес. Ой, я паникер. В этом деле я паникер. У меня все, у меня есть книжечка, там все записано. Ой, и у меня сразу коленки начинают трястись, девочки. Я такой переживун. Я вот эти дела не люблю. Я люблю тихо, спокойно. Ну, конечно, моя хата с краю, ничего не знаю, я так не делаю. Я люблю быть в процессе. Но вот эти шифры, пароли меня уж больно нагружают. Девочки, вас не нагружает? Вот кто ближе моего возраста? Что-то я не поспеваю вот за этими делами. Везде нужно знать шифр, пароль. Шифр, пароль не знаешь, в любое приложение. Я сейчас про телефон же гутарю. Куда не зайдешь, везде приложения какие-то с шифры, пароли, блин, хотят. О, Господи. Вот поэтому в школах-то в турецких тесты. Потому что а у меня-то в школе, я же Советский Союз был. У нас не было вот этих тестов. Нам напиши сочинение, блин, на тему, как я провел лето. И сидишь там, выдумываешь сказку. А если реальность напишешь, еще же могут прочитать и обсмеять. Обсмеять могут ребятишки в классе, одноклассники. Или учительница тоже скажет, как так? Почему ты так отдыхала? Почему ты это не делала? Были же учителя такие, что спрашивали. Ну, короче, на смех поставят на весь класс. А простоволоситься-то не хотелось опозориться. Поэтому, блин, как сложно, а? Вроде... А если скажешь правду, блин? Ой, не знаешь, как лучше. Ну, не знаю, я люблю правду. Я не люблю врать. Потому что во вранье запутаешься. И потом, блин, а слово не воробей. Запутаешься во вранье. Лучше пусть это будет горькая правда, но чем сладкая ложь. Но зато, блин, реалии жизни.
Вот я вам показывала лампочку. Вот у меня такая лампочка. Все. Что выдумывать? Что там выдумывать? Почему такая лампочка? Почему? Потому что на лестницу надо вставать эти лампочки. Даже вот эту лампочку несчастную. Я же не достану ее. Видите? Мне нужно на лестницу взбираться и протирать ее, эту лампочку. Понимаете? А мне на лестницу сложно. Мне ходить-то сложно, а это лестница. Вот у них сколько дней вот здесь болтается, девочки. Весной был сильный ветер, и упал кувшин. Горшок вот у соседки упал с земелькой. Цветок вывалился. Может, кошка, может, птички, может, что. В общем, упал горшок. И вот так вот и земля до сих пор валяется. А что они не убирают, не знаю, девочки. До сих пор вот так лежит. Уже осень. До сих пор так лежит. А что-то не мыли действительно в этом году крышу они. Обычно магазинчики моют крышу, а это что-то не мыли. Когда они моют, они эту собирают, сметают. А вот действительно, вот вам реалии жизни. И ничего никто не выдумывает. Вот лежит он, эта земелька, лежит, и кошки там ковыряются, и птички ковыряются, и никому он не мешает. И тряпичка уже какая-то лежит. Виноград такой хороший, девочки. Но ничего не хочу, объелась. Объелась, еле дышу. И вот это, когда нервничаю, тогда, конечно, рот не закрывается у меня. Все попало в рот, тяну, как маленькая. Все. Все это, все, что на столе, все в рот мету. Девочки, какие груши шикарные. Но ничего не хочу, правда. Ничего не хочу. Йогурт нам надо купить в Шоке. В Шоке йогурт купят, мальчиши мне обещали. И все. И я на боковую. Я постирала, девочки, все постирушки постирала. О, какой лабрадорчик, наверное, да, девочки? Какой гуляет. Так много собак, оказывается, в моей махале. Я даже и не знала, что столько собак у людей. А вот это вот пандемия, сидим дома. Столько собачек гуляло людей. Раньше-то как-то не обращали внимания. А вот во время вот этого сидим дома, с собачками же только можно было погулять. И люди все выходили с собачками, гуляли. Так много собак, оказывается, в махале. В общем, вот такие дела, девочки, мальчики. Вас благодарю. Извините, язык без костей, наболтала, может, чего лишнего. Ну, я простая русская баба. Вот как есть, так и говорю. Что мне сложно, рассказываю. Что легко, ну, не знаю. Сейчас в сегодняшнем мире мне, например, сложно. Я начинаю паниковать, нервничать. У меня начинается башка колбасты, понимаете? И начинается жор нападает на нервной почве. И это я хоть и на позитиве, но я нервная бабенка, девочки. Потому что чего не знаешь, а ты должна это знать. Должна ты это знать, Танька. А я вот не знаю. Вот в этом телефоне, элементарно в телефоне разбираться с приложениями, для меня это сложно. Девочки, там море приложений. И некоторые приложения пишут, благо там на русском языке я себе сделала приложения, вот эти, телефон-то. Пишут, что типа это приложение могут снять с телефонного счета деньги. А для меня это тоже накладно. Лишняя копейка. За то, что я буду использовать это приложение на телефоне, сниматься будут деньги. Я вот это не хочу. Мне это надо. Я иждивенка, блин. Иждивенка, сижу на шее мужа всю жизнь, как замуж вышла. Но он сам сказал. Сиди. Вот я и сижу. А мне вот это надо, вот то надо, вот то надо. Понимаете? У нас даже свекровь имеет 3 телефона. Пусть они и бэушные, пользованные, дети там пользовали, ее сыновья, пользовали, отдали. Потому что, она, знаете, она сказала, что мне надо. Я говорю, ух ты ж, Анна-Джим, говорю, ты это как бизнес-вумен. Она говорит, да. Ну, мы с ней там иногда прикалываемся. 3 телефона, девочки. Ну, не последние модели, но у нее на каждый телефон там своя книжечка. Кто кому
Это она знает, с какого телефона кому звонить. Я говорю, неужели у тебя столько людей на общение, что тебе надо 3 телефона? Она говорит, да, мне надо 3 телефона. У нее и планшет есть, она и планшетом. Но она молодец. Она чего не знает, спрашивает. Спрашивает, она звонит. Вот если ей это надо что-то узнать, она этого не знает, допустим, что-то, где-то что-то она увидела, она же в планшете YouTube смотрит, какое-то видео, видать, ей в рекомендашках высветилось, она его посмотрела, она потом, не слезет. Она не слезет, она, детей-то нет, потому что дети-то мужики взрослые уж взрослые мужики. Она к внукам. Она то Айдыну звонит, то Октаю звонит, знает же их номера телефона. Мне нет, она меня не беспокоит, потому что я сама не знаю. Я говорю, я не знаю. А ей, кроме Айдына, Октая, больше так особо обратиться, и либо к мужу. Те, говорит, не знают. Те придут, что-то накрутят ей в том же телевизоре. То брат, то его детишки что-то там накрутят, нахимичат. Она потом звонит мужу, и вот муж, сколько раз я вам рассказывала, сидит в выходной день, воскресенье в Ташкенте, по скайпу, там, по виберу, по ватсапу, настраивает телевизор, настраивает свекру и свекрови, говорит, на какую кнопочку, чего, как нажимать, и она это делает, потому что вот собьют какой-нибудь канал, ребятишки нажимают на кнопочки, собьют канал, и она потом нервничает, а больше никто не может настроить канал. И вот она звонит своему сыну в Ташкент, и он разбирается. Смотрю, девочки, пылюки столько у меня. У меня в голове одна пылюка. Пылюка. Так я, девочки, батареи не помыла щеточкой. Уже не буду мыть. Мне там предстоит мыть. Не знаю, там батареи будем менять. Нет, надо спросить, кстати, сегодня у мужа. Насчет радиатора-то. А что их менять? Помыть, покрасить и все. Что их менять? Такие же притащат. Такие же будут. Правильно, девочки? Лишняя копейка, как говорится, карман бережет. Все, в общем. Все, я управилась. Там у меня сушится. Носки и джинсы сушатся. И разложу потом все. Я уже 3 рубашки постирала, брюки Айдына тоже постирала. Октая не джинсы, а школьная тоже постирала. Джинсы стирать, брюки Айдына мне надо будет погладить, и 3 рубашки погладить. А так у меня все уже. Все у меня уже отутюжено, все готово. Школьная рабочая форма у меня уже висит. Все, постельное белье буду стирать в понедельник, девочки. Когда провожу мальчишей на работу, в школу, буду стирать. Окна надо подтирать, потому что бесит. Вот эти окна на кухне очень меня раздражает. Вот эти капли. А на эти мокрые капли песок. И потом окно получается как в туманке в какой-то. Как в тумане. Как будто пленка, как будто какая-то. Видно, что капли грязные. В общем, вот такие вот дела, девочки. Пишите, как у вас. Вы кумекуете в этих? Вы в ногу с временем, с прогрессом с этим техническим? Я нет. Не кумекую, вообще не шарю я в этих делах. Сложно. А мальчиши нервничают, когда я к ним обращаюсь, и говорят, дай я тебе сделаю. Тебе легче, чем тебе объяснить, лучше сделать сам. Я говорю, а ты сейчас нажмешь мне куда-нибудь? Там же шифры, я же говорю, а я не запомню. А он говорит, потом новый придет. Ой, я прям меня... Я нервничаю. Нервничаю очень сильно по этому поводу. Ладно, девочки, язык без костей. Потерла же здесь немножко с утра пылюку-то, когда мальчишки уходили. Потерла. А все равно, смотрите, пыли много, потому что сквозняк я сделала. Сегодня погода жарко, сквозняк сделала, надула. Потому что у нас же коврики, половички с окна трясут, вот эта вся пылюка мне и летит. Я когда трясу, им летит. Когда они трясут, мне летит. Вот так вот, дома же близко. Поэтому вот так вот. Ой, ребята, а вот по поводу технологий.
Ой. технологий-то. Короче, рассказываю. Вот Istanbul карт, это мой личный. Там Мне никакой муж- номер не написан. Да, там нигде, никакой, пустой. никакой, видите, ничего. Это, не знаю, 10 лет назад, может, больше лет назад. Купил мне муж на набережной Босфора. Мы когда с ним с азиатской стороны, в европейской, на кораблике хотели на Вапуре, он купил 2 карты. Одну себе, одну мне. Ну, может, и был, и стерялась. Это сколько лет назад? Может, и Вот был, такая исчезнет. карточка была. Понимаете? Сейчас, думаю, Istanbul карт же мне надо. Эскорт Понимаете, надо. хэс-код оформить, вот это Да. все. Можно через компьютер, Да, я можно прямо через оттуда. телефон. Октай свою студенческую сделал через компьютер. Да. А у меня же не студенческая, и я не пенсионер, студенческая, понимаете? а Да всё. я расскажу, хорошо. Неважно, какую разницы нет, ты можешь карту сделать. В общем, муж пенсионер, он бесплатно. Проезд бесплатный, муж пенсионер, потому что я же не пенсионер, хоть и пенсионного возраста, но я не пенсионер, понимаете? Я в государственной системе не числюсь как пенсионер. Поэтому мне нужна Istanbul карт. Вдруг мне когда-нибудь куда-нибудь надо будет поехать. Хотя бы даже если одну остановку на метробусе или на метро, Istanbul карт нужно. Ну, да. Понимаете? А без хэс-кода, если не оформлен хэс-код на Istanbul карт, меня не пустят в это метро. Там есть Короче, кода. А мы, короче, вот же моя карточка. а мы точно Система знаем, есть. а мы точно знаем, есть кодом не возьмет. Да. Там просто говорит. Да, написано, есть такая та- система. Нет, я. Год назад уже там- эта система. Нет, не возьмет, мы точно знаем Точно это. знаем, Но там да. просто написано, есть код, не забудьте оформить. Вот, там написано. на Istanbul карт хэс-код не забудьте оформить. Да. Короче, как прочитать? Это же нету никаких нигде. опознавательных знаков, ничего Вот, нету. покажи, вот здесь Муж тоже сказал, нету. показала. Вот Муж здесь сказал, тоже нету. есть в телефоне, но это не в каждом телефоне. Например, у Октайчика в телефоне Да, на нету. FHG этого. нету. На FHG. Там сверху телефон, когда вы вот так вот пальчиком сверху нажимаете, там у вас есть программки. Карту показываешь? Да. Вот так к телефону приставляете карточку, и на ФЗ вот это, На FHG, да. на FHG читает у вас. У меня есть в телефоне эта программа, у Октаев программы У Аби нет. телефона тоже есть. Это более новые Новые. модели телефонов есть, конечно. Понимаете, На девочки, какой какая модели я- система? Какой год, не помню. Еще если старый телефон, то и не прочитает. А может быть, есть такие модели и новые телефоны, но тоже нету вот этой системы. Ну да, бывает. Понимаете, тоже. это уже встроено в телефон, вот эта система. В общем, кто помнит, это же телефон мне муж на 8 марта подарил, Samsung 10, понимаете, там с циферками, с буковками. В общем, эта система читает вот эту карту, читает. Но нужно, во-первых, нужно скачать приложение Istanbul карт на телефон. Мы скачали, чтобы прочитала вот эта система карту. Карту она читает, распознает. Нужно зайти, зарегистрироваться в этой системе, в Istanbul карт, вот это вот все. Ой, девочки, это так, это мозгокрутно. Я вот и вам говорю, что технологии, вот это вот все, я вообще не кумекаю в этом деле, девочки, я вообще не бельмеса. В общем, зашли, нужен кимлик, нужен телефон, нужен e-mail, естественно, имя, фамилия, год рождения, дата, все это нужно писать туда. Все, зарегистрировались. Приходят вот эти вот, пин-код нужен, короче, шифр нужен. Все это я записываю себе на книжечку, потому что я это все не запомню, девочки. Ну, я тоже на книгу пишу. Потом, мои пароли. вот Октайчик говорит, я тоже себе на книжечку пишу. Потом приходят же вот эти вот подтверждения коды на телефон. Это так все надо оперативно, во-первых. У меня, девочки, башка колбасты сразу. Сразу колбасты, блин, у меня Мне надо нету тоже. такой концентрации вот этого всего. И муж тут на связи еще. Короче, девочки, это очень сложно. Очень сложно. Потом муж... а у мужа есть другой. Он потерял свой несколько раз. Он терял и постоянно себе новый покупал. А сейчас же эта Istanbul карт система, она постоянно тоже обновляется. Я же говорю, время не стоит на месте. Все обновляется, обновляется.
Понимаете? Мужа ждем. Сейчас муж будет звонить. Да. Мой Мой телефон будет звонить. Да, система говорит, что это говорит, это говорит не твой. Ты не можешь этим пользоваться, Istanbul картой. Да, баба может оттуда стереть и Значит, нам. Да, муж должен стереть все свои вот это, чтобы мы могли оформить, чтобы я могла оформить на себя. Понимаете, Istanbul карт. Я говорю, зачем вот это вот все? Пошел. А у меня же там на Istanbul карт. Там не меньше 70 лир есть. И на одной карточке 50, и на второй 70. Может быть, даже больше, девочки. На вот этих Istanbul карт, вот на этих двух. А мы ими не можем пользоваться, потому что нужно туда ввести хэш-код. Понимаете? Вот как это проблематично все. Чтобы снять деньги с этих Istanbul карт, вы должны пойти в районную управу Üsküdar-Belediyesi, и вам там как-то тоже же это, там же наверняка тоже нужно объяснить, чтобы зайти талончик взять. Ну вот кто живет в Стамбуле-то, вот в этой системе, кто, тот шарит. Это же тоже все не так просто, понимаете? Там, ну ладно, 150 лир с двух карточек забрать, чтобы забрать денежки, чтобы или хотя бы перечислить на другой, перебазировать на другой. Мы же тоже не знаем, как это работает. Понимаете, это вот эта система. А это хорошо, что старики, ну как старики, люди пенсионного возраста, кто на пенсии, вот как у нее вот это? Резинку, серьги? Да, резинку. Короче, девочки, это не то, что 100 грамм надо, это вообще, девочки. И, короче, вот сидим, кумекаем. Я себе тоже делаю на телефоне. А Айдын вчера ходил, у него тоже нету вот этой, на автобусе ему надо было ехать, а у него тоже нету, он же как раньше, как учащийся, а сейчас же он на машине. Ему, короче, тоже надо теперь приобрести вот это Istanbul карты, вот это все оформить. Это, короче, девочки, можно через компьютер, а можно через телефон. А чтобы через телефон, а там еще интернет, видать, что ли, слабый или что. Короче, это колесико крутится. А там если... Вот баба звонит. Там если, девочки, если колесико крутится, несколько раз входишь, система опознает тебя, что ты спам. Типа это. И все. И нужно ждать потом. Короче, я не успеваю вот за этими всеми новшествами. Это очень сложно, девочки. Вот Октай у нас сидит, все это делает. Вот это все. Шифры, коды. Я говорю, ты мне говори, чтобы я записывала. Потому что потом фиг зайдешь. Короче, вот такие. Наверное, будем покупать новую. Чтобы, представляете, новую надо покупать. Опять деньги платить за Istanbul карт. Там сколько она стоит? 10-15 лир, потом еще туда деньги надо втюхать и опять ее оформить через телефон. Девочки, это, представляете, это турки, блин, с первого раза не получится, а это туристы, бедные туристы. Как вы, девочки, вот это вот все делаете? Говорят, легко, ни хрена не легко, блин. Ни хрена ничего не легко, честное слово. Это вот старые Istanbul карты у нас. Может, с новыми нету таких проблем. Может, с новыми 5 секунд. Но вот со старыми система ее опознает. Даже Кимлик система опознает. Понимаете? Вот так вот. В общем, вот такие вот дела, девочки. Вот рассказываю, как есть реалии жизни. Все, девочки. Мне сделали мою старушку, активировали. Октайчик с мужем. Ой, кумекали, блин. Кумекали, не знаю, больше часа мы кумекали над этим. Пин-код надо запомнить. Записала, девочки. Как бы не забыть. Записала. Все данные. Октай сейчас себе что-то там делает. Осталось Айдыну только. А оказывается, видите, моя старушка... Хоть она и старушка, там ни о каких неопознанные знаки на ней. Система же такой же. Но система работает. И теперь у меня есть официальная моя Istanbul карт с именем. Но вы когда в автобус заходите, ваше имя не читается, что вы Татьяна.
Это в Istanbul Card, вы в автобус заходите, снимается оплата и то, что у вас есть хэс-код, что вы можете общественные места про это. И еще, раз у вас есть хэс-код, там еще данные есть, что вы делали прививку, там вот это тоже есть теперь данные. Сейчас такая система, потому что все, девочки, все. И в Неровно что-то. Ну, это я же ее стирала, поэтому она неровная. Это не страшно. И что хотела сказать? Ой, сбил Октайчик с мысли. В общем, и в телефоне вы можете оплату пополнять через телефон, можно пополнять. Даже муж на расстоянии, находясь в Ташкенте, да, он нам может пополнить. Вот видите, какая система. И я вижу у себя на телефоне, вот это Istanbul Card мне вывели, и там написано, что это Татьяна, и остаток, сколько денежек я вижу. И вижу, могу посмотреть, сколько дней назад последнее применение этой карты. Все, девочки, я теперь крутая тетка. Девочки, вот благодаря своему ведению канала у меня и новый телефон, девочки, понимаете? И вообще я в ногу со временем. А так бы я бы вот так вот, понимаете? Хотя мне ехать-то некуда, но все равно вот так вот, даже до Капитолия. Либо я пешком буду чапать до Капитолия, либо я пару остановочек на автобусе, на метро. Вот, на метро одна остановка, и я доеду до Капитолия. Или я буду эту остановку чапать пешком. Есть разница? Есть, девочки. Для меня это большая разница. Ну, муж сделал. Еще можно что-то сказать? Скажи. Если нужно номер, который впереди написано, можно на 153 позвонить. 153. 153, да. Да, позвонить и там узнать можно. Позвонить надо делать, да, на 153. Если, если нужен вам карт, вот как у меня старенькая карта, номера, никаких опознавательных знаков нету. А если Всё. на FAJ нету, как делать? Вот, Если поэтому не было. нужно звонить на 153, и вам Нет, там... там еще никакой номер не написано. Они откуда Ну, память, что карта твой? будут говорить, скажут, что делать, как узнать, скажут. А если, например, есть сзади, который номер написано, это скажешь, впереди скажут номер. Они тебе, скорее всего, сделают, скажут, как ты можешь узнать свой номер. Вот, как мы сейчас сделали, вот они вот это скажут. Нажми вот туда, тыкни пальчиком сюда, На FAJ нет, вот это как туда. делать? Скажут, если у вас на телефоне нету NFG, то ничем помочь вам не сможем. Ну, может... Найдите телефон, где есть NFG. Видите, система NFG тоже важна, девочки. У Айды на телефоне есть, у мужа есть, у меня есть, у Не, Октая нету. Хотя у Октая какой номер у тебя, телефон у тебя? Redmi. Redmi 8. Какой? 8, 9, не помню. 8 или 9 у него. Я не помню. Redmi 8 или 9? Пос- 9 у него, 9. Нет. 8, 8. Секис у тебя? Да. А мне кажется, Докус. Нет, 8. Redmi Секис. Redmi... Здесь и так обновления тоже уже мало приходят. И обновление, говорит, мало приходит. Да, не приходят. Вот, девочки, видите, еще и телефон важен. А в наше время телефон-то... О, телефон-то. одна зарплата стоит. Да. Понимаете? Чтобы вот иметь телефон, одна зарплата. Обалдеть, вот жизнь, вот жизнь. В Турции вот так-то. Так это везде так, ты думаешь, только в Турции так? Они доллары, сколько они берут? Причем здесь доллары? 10. Я говорю, в любой стране так. Ну, Чтобы купить такой вот телефон, Но, вот с этими наворотами, чтобы были в вашем телефоне навороты, ну, чтобы здесь вы у нас вот так доллар заходили. еще 10 лира, и еще проблема здесь у нас. Хорошо. У нас один даже не будет здесь. Хорошо, ребята знают, какой курс доллара в У Турции. нас один даже не будет. Можно это за это. Сейчас же мы не об этом говорим. Я говорю, один. Мы же сейчас не об этом говорим. Хорошо. Мы говорим, что как сложно жить. Вот эти всякие технологии. Еще нужно кумекать в этих технологиях. И еще, если у тебя телефона нету,
Понимаете, вы позвоните, позвонить сделаете на 153, а вам скажут, вот туда зайдите, в вашем телефоне должна быть вот эта NFG-система, а у вашем телефоне нету этой системы. И все, девочки, и ничего не сделать. И идти тогда либо на компьютере, либо идти к кому-то, чтобы вам... Либо вам кто-то должен помогать, обращаться за помощью к кому-то, если в вашем телефоне нет. Либо через компьютер можно делать. Вот Октай себе делал через компьютер. Без компьютера, если номера нету, не сделаешь. Вот, понимаете? У моем вот этой фигнюшки, на моей Istanbul Card нету номера. Я через компьютер не могу зайти, сделать себе. Я должна через телефон. А если в моем телефоне нету НФ, тогда мне просто надо идти и покупать новую Istanbul Card. Все. И все, что деньги там есть, нужно идти из Üsküdar Belediye, чтобы деньги вот это... Ну, это же все нужно ходить, это время. Сделают, да. Ну, сказал же баба, в Истамбул, это, из Üsküdar Belediye спускаешься, это у тебе там как-то что-то делают. И снимут там, или переведут, или отдадут, я не знаю. А потому что 100 лир тебе баба положил. Нет, прошлый год еще. Это я нечаянно как-то получилось. Хорошо. Все, в общем, вот такие дела, девочки. Вот вам наболтала, рассказала. Либо мне 100 не положил. Все, это как цепочка, все друг к другу связано. Если одного звена не хватает, все, цепочка прерывается. Вот сейчас вот такое время, девочки, мальчики. Пишите, как у вас. Как у вас вот этой. Istanbul Card это проездной на общественный транспорт, кто не знает. Вот такая эпопея с общественным транспортом теперь. Понимаете? И хайскот у вас должен быть. Хайскот это отдельно. Вот кто был в Турции, тот понял о чем. Да, по-моему, сейчас в любой стране и хайскот нужен. Хайскот, чтобы пройти в какие-то общественные места. Istanbul Card это мой проездной, мой личный проездной. Понимаете? И еще должна быть прививка. Иначе вас не пустят в общественные места. Либо у вас должен быть это 48 или 72, по-моему, 48 часов назад вы сделали тест на что вы не болеете. Вот такие времена настали, девочки, мальчики. Обалдеть! Еще надо кумекать во всем в этом. А если ты не разбираешься, то сиди дома и никуда не ходи. Сиди дома и никуда не ходи. Капец, девочки, как сложно жить.